Сегодня мы начинаем 4-ю серию охоты на волка. Ну, на диких плотоядных, будем говорить, шакал, волк. Потому что официально охота любительская, спортивная на пушного зверя закончилась, а осталась волк-шакал. Поэтому я приехал на ферму, вот, на эту, где мы 3-ю серию начинали. Здесь мы будем начинать и 4-ю серию. Уже как бы традиция такая. Вот моя засидка, все нормально, все как положено. Ребята притащили телка, приваду, подготовили меня к этой охоте. И вот и я хочу сейчас посмотреть фотоловушку, что она покажет. Что-то есть. Так, 17:50. Заяц приходил. Вот так вот. 22:49. Шакал приходил. Отлично. Отлично. Работа есть. Так. 3:52. Еще шакал приходил. Ну, вообще красота. И под утро шакал приходил. 5:52. Во пару шакалов ходит, поэтому охота будет нормальной. Посмотрим. Да, и вот шакал ходил на другой день. 2 дня фотоловушка, говорят, стояла. Еще шакал. Ну, отлично. Работа есть. Выхожу на край фермы. Вот сейчас за этим бугром будет как раз заход на эту ферму. Ну все, засидка меня ждет. Вперед. Начинаем новую серию охоты на волка. Места все те же самые, как Высоцкий поет. Все тот же лес и та же вода. Это засидка, другая засидка, 3-я засидка. Везде рабочая, везде зверь есть. Поэтому стараемся и будем продолжать наш охотничий сериал. Все на своем месте. Теперь будем ждать. Около 6 вечера появился заяц. Как по графику. Повыёшкался передо мной и убежал. 23:33. Шакал. Пришел точно по расписанию. 4:30. Какой-то зверь, скорее всего это шакал, лазит по камышам слева. Ничего, подождем. 5:30 утра. Шакал стоит передо мной и жрет приваду. Так даже не интересно. Все идет как по графику на фотоловушке. Есть. Хорошо. Так, ну вот и ночь прошла. Стрелял по 2 шакалам. Первый пришел 11:30 ночи. Вот начал жрать приваду. Но я так выстрелил. Он рванул вниз после выстрела, но с него прямо текло. Так что, пожалуй, я его найду все равно. А второй пришел 5:30 утра. Вот начал жрать, стоял рядом, потом развернулся и как почувствовал, что я в него, так сказать, целюсь. Повернулся передом, ну ему прямо в торец, так сказать, и выстрелил. Ну, он лег на месте. Ну, потихоньку собираюсь и иду искать свою добычу. Так, но это второй шакал, который лег прямо передо мной после выстрела. Хороший самец. Иду по кровяному следу. Я думаю, что сейчас я его найду. Вот он, да и недалеко прошел. А это самочка, которая убежала после выстрела. Вот так, подстрелил 2 шакалов. Причем первый шакал далеко не ушел. Прошел 50 с пробитым сердцем. Можете представить себе. Вот такой сильный зверь этот шакал. Но второй лежал на месте. Так что такие дела. Хорошая, удачная охота. 2 шакала. Вот я снова на этом первой засидке. Где-то прошла неделя после добычи 2 шакалов. Ну, привада, я смотрю, продолжает работать. Так что все нормально. Сейчас посмотрю, что там фотоловушечка сняла. С каждым днем все интересней
интересней. То есть 2 шакала ушло в мир иной. Есть. Ну, сейчас ночные буду смотреть. 22, 48 опять. Опять шакал пришел. Да что ты будешь делать? Да, как ни странно, но шакал приходит и жрет. Вот, а так, в принципе, можно садиться, продолжить охоту на шакала. Пусть она ловит. Все, поехали. Шакал один появился на приваде, поэтому как бы уговорил сам себя поехать на охоту, чтобы не сидеть на диване. Развязываю узелок на двери и захожу в свою засидку. Все вещи на месте, хорошо. Приятно вот так вот сидеть в засидке, в хорошей, теплой, нормальной засидке и наблюдать за природой. Именно то, что видишь из окошка с этого. Как приятно смотреть. Конечно, вот за такие минуты нормальные охотники отдают все, что можно. Все, как бы быстрее сбежать из дому, хотя бы часик провести вот в таком месте. Сейчас я вам покажу. Вот именно в этом месте посидеть и наблюдать. В 90 метрах отсюда привада, и что вот сюда придет, самому Богу известно. Но вроде бы фотоловушка показала, что приходил шакал. Но шакал по нынешним временам тоже добыча хорошая. Поэтому сидим и наблюдаем. Шакальчик лазит по камышам. Зайчик. Куница. Время около 11. Пора бы уже и шакалу появиться. Вот он. Пришел сзади, со стороны фермы. Надо стрелять, пока стоит. Есть. Ну вот и все. Еще одного шакала добыл на этой ферме. Так что нормально все идет. Пришел сзади, оттуда с фермы, прошел на край поля, на приваду. Но я не стал ждать, пока он дойдет до нее. Раз он стал так хорошо, пришлось стрелять. Положил на месте. Все, собираюсь потихоньку. Иду смотреть добычу и ехать домой. Потихоньку собираюсь. Закрываю свою засидку. На 2 узла завязываю веревочку на замке. И иду смотреть свою добычу. Так, ну что тут у нас? О, вот он лежит. Красавчик. Попадание по месту. Самец хороший. Ну, отлично. Не дошел до привада. Красота. Ну все, берем, тащим его. Приехал на свою приваду, где 3 волка появилась. Сейчас я их подкормлю, приватки добавлю. И пусть кормятся. И будем вычислять график. Вот у меня есть вот такая вот хорошая подкормочка. И вот они, я думаю, позарятся на эту подкормочку и придут. Вот такая наша жизнь охотников, волчатников. Таскать, кормить, чтобы потом успешно добывать. Тяжела ноша. Тут ничего не тронуто. Ну пусть лежит. И это тоже. Все равно придет и будет жрать. Скорее всего, те волки были проходные. Ну сейчас фотоловушку снимем и посмотрим, что там было.
привязывать надо обязательно. А то волк заберет и утащит в свое укромное место и там будет жрать. О, фотоловушка как заледенела. Ну, сейчас мы ее поменяем. И будет нормально. Да. Отлично. Все. Поехали домой. Посмотрел фотоловушку. Привада обживается. Пришло 2 шакала. Друг между другом даже начали делить эту приваду, рычать, все. Ну, в целом начали жрать. Это очень хорошо, потому что волк даже увидит, что шакал, если жрет приваду, значит она безопасна и можно тоже кушать. То есть как бы так, по следам уже придет, обнюхать, если услышит запах шакала, значит они были здесь и остались живы, значит все нормально. Даже орел прилетел, посидел, позаглядывал, потоптался вокруг. Ну, то есть как бы это очень хорошо. Когда даже сороки обживают приваду, привлекают тем самым хищника, в частности волка. Поэтому спокойно наблюдаем за этим делом, ждем, вычисляем график и потом охотимся. Приехал на свою приваду, где волк, 3 волка приходил, один из них вожак. Но уже здесь по следам вижу, что волчки были. Морозы начались и они появились. Тем более там ее подновил. Сейчас пойдем посмотрим, что к чему как. Ну, судя по всему, он обживает эту приваду. Да, походил он хорошо здесь. Потоптался. Прямо возле моего тополя, где я сидел. Ну, пойдем на переход. Так, волк. О, да, ходил по моему переходу. Да, он ходил сюда. Ну, отлично. Все, идем на место. Ну, все вытоптано. Мелкие следы, скорее всего, шакал, лиса. Волчьих не вижу. Вот лисья цепочка. Ладно, посмотрим. Моя фотоловушка. Сейчас очистил чуть-чуть ее. Пусть снимает. Судя по фотоловушке, приваду активно посещали днем различные птицы, орлы и сороки, а ночью мелкие хищники, лисы и шакалы. Один из шакалов, явно вожак их племени, показал всем, что он главный на этой приваде. Лапами разгребал землю и бросал ее прямо в объектив фотоловушки. По-всякому показывал свое превосходство. Метил с мочой и с чувством собственного достоинства ушел с высокозадранным хвостом. Шакал ходил, это точно. Вот. Так, а вот вроде и волчок. Ну что, начинает выгрызать приваду уже. Ну, значит, что-то было. Ладно. Меняем фотоловушку. Да нет, вот и волчок приходил. Меняем фотоловушку. И вперед. Конечно, когда вот непрерывно наблюдаешь за привадой, то есть практически четко следишь, отмечаешь время прихода, вычисляешь график. И тогда, конечно, есть смысл добыть четко по графику этого волчка. Вот. Так, куда она смотрит? Отлично. Все. Пошли. Нет, волчок тоже был. И шакалы были вытоптаны. Посмотрим. Судя по фотоловушке, 1:30 ночи пришел довольно-таки крупный волк. Походил, посмотрел,
спустился вниз, оторвал кусок мяса и ушел жрать в укромное место. Они всегда так делают. Приехал на свою приваду. Вот здесь переход. Вот. И на этом переходе я обнаружил след волка, то есть он подходил прямо ко мне. То есть конкретно переходил прямо ко мне. А сейчас пока пойду посмотрю вон ту фотоловушку, которая у меня стоит на приваде. Я подхожу и снимаю данные прямо на фотоловушке, потому что, чтобы ее не таскать, мы снимаем все здесь. Так, ну и все, смотрим. Около 2 ночи прошло уже 2 волка. Скорее всего, это волк и волчица. Один крупный, второй чуть поменьше. Походили вокруг, поняли, что безопасно, и ушли. Можно садиться в засидку. Волки на месте. Под утро, около 6 утра, пришел шакал. С опаской спустился вниз, схватил кусок и ушел. Явно чувствовал присутствие волков на приваде. Вот волчьи следы. Подтверждение тому, что он обходит то место, где я сижу. Вот он ходил. Придется вот здесь вот где-то ставить фотоловушку. Скорее всего так. А здесь он и скребся. То есть он показывает, что я здесь хозяин. Видите, позадирал. Вот так вот волчок. Вот по этим буграм он и ходит. Кружить фотоловушками. И они хоть как-то будут меня. Увидит фотоловушку и уйдет. Хоть не нападет. Не придет на приваду, как говорится, который вон там у меня. Но не нападет, во всяком случае. Но он узнает, что я здесь. Ну вот моя засидка. Сейчас пойду поставлю фотоловушку, чтобы он сзади не подошел. Одну, вторую. Чтобы у меня было хоть как-то защищенно. Хотя фотоловушка не спасет, но хоть видно будет, как он подходил или не подходил ко мне. Так, одну поставлю прямо вот здесь. Пусть обеспечивает мне тыл. Хотя как она может тыл обеспечить? Фотоловушка не защитит от волка, если он сюда прыгнет. Хоть будем знать, кто пришел, кто прыгнул. Запуск. Так. Все, лампочка загорелась. Отлично, все, работаем. Вот, пусть вот этот подход ко мне тренирует. Ну, я сажусь в засидку. Так. Ой, какая красота. Вот так, ой, какой прекрасный у меня вид с окна. Волки должны прийти справа. Судя по фотоловушкам, вот отсюда. Ну, как я и предполагал, скорее всего, с того прокоса. Внимательно осматривая местность. Жду волков. Сейчас только испытал такое приятное удовольствие. Страх не страх, ужас не ужас. Но я слышу, что волки вокруг меня ходят. Это вообще труба. У меня чуть шапка, блядь, кубанка на остатках волос не поднялась. Это непонятное у вас чувство, не страх, ни чего, а вот это вот ходит, и я ничего не могу сделать. Карабин в сторону смотрит, нож в голенище. Пошевелиться не могу. Точно они пришли, проверили, что я здесь. И на приваду, скорее всего, не пошли. Вот полчаса уже выждал после того, как они ходили вокруг меня. На приваду они не пришли.
Вот. Но все равно надо сидеть. Может быть, шакал придет. Потому что шакалы тоже сюда ходили. Скорее всего. И пробую дождаться его. Так что буду сидеть до конца. Надо же как-то выливать испуг. Это смешно, конечно. Но я испытал неприятное ощущение. Аж мороз по коже шел. Особенно между лопатками. Фотоловушки помогли, скорее всего. Он наткнулся на них. Увидел их. Невидимые фотоловушки увидел и отвернул в сторону. Но шатался вокруг, это точно. Я четко и ясно слышал шаги по траве, как он шуршал. Первым из зверей появился заяц. Пробежал по той стороне канала и сел, наблюдая за мной. Опа-на. Вот он. Затем через час появился шакал. Давай, давай, двигайся, приводи. Двигайся на фотоловушку. А вот еще один. Промазал. Просидел почти до утра. Волки так и не появились. Скорее всего, они вычислили меня и знают, где я и что их жду. Прибежал под утро заяц, а потом лисичка покрутилась и ушла. Вчера, или сегодня ночью стрелял шакала. И вот на утро приехал посмотреть, попадание было или нет. Что-то не верится, чтобы я промахнулся по первому, который стоял. По второму, ладно, бегущему, может и так, а по первому не верится. Нет, промаха не было. Вот он свалился сюда, покатился. Даже запчасти с него вылетели. Так что промаха не было. И отсюда он выскочил и пошел. Так что все нормально. Сейчас посмотрим. Где-то сороки трещат. Тон канал, куда он предварительно должен был уйти. И здесь вот я нашел кровь. То есть шакал все-таки был ранен. И пошел он вот сюда. Вот его следы. И вот он сюда потянул. Сейчас будем здесь смотреть. Может, забился в этой ожине и сдох. Посмотрим. Но там сороки трещали где-то. Да, вот здесь прям брызнула хорошо. С него кровь. Вот. Вот. Так. Ну, вроде направление взяли четкое. Угу. И вот в эту трубу полез в лесополосу. Все понятно. И вот по этой ожине он где-то сдох. Где тут его находить, не знаю. Сейчас попробую с обратной стороны найти выход. Если он есть выход, если он здесь не остался. Обхожу куст с другой стороны. Вроде лежит. Блин. Как же туда залезть? Сейчас. Да, вот он лежит. Так, ладно, полез. Да, вот он лежит. А, красава. Слава Богу, нашел. Есть. Есть, отлично.
в эту сторону и стрелял. Ну, видать, по желудку, по диафрагме. Вот он и прошел сколько-то метров. Хорошо. Отлично. Это есть. Боженька на земле. Не удалось ему сбежать от выстрела. Ну, я слышал попадание. И очень удивился, когда он побежал. Ну и хорошо. Ну, слава богу, нашел. А то я всю ночь не спал, как это промах. Вроде целился нормально, тут промах. Вожение в кусту. Протянул чуть-чуть и лег. Вообще шакал крепкий на рану, поэтому нечего делать, вот это он так и сбежал. А второй был промах. По бегущему не могу стрелять, хоть как. На утром хоть убедился, что попадание было. И слава богу. Охота продолжается. При обследовании охотугодий я вот в этой посадке смотрю, тропка натоптана шакалами. Вот, дай, думаю, пойду по ней посмотрю. Все ж таки интересно, что зверь туда ходит. Смотрю, местные жители выбросили туда барана, и они вот туда ходят, уже как бы почти заканчивает. Ну, я думаю, дай, думаю, посижу. Такой халявы у меня еще не было, чтобы кто-то организовал, как говорится, приваду. А я приехал и посидел. Как обычно, устраиваюсь в своей засидке. Вот это вот мой сектор обстрела. Ветерок, легкий ветерок где-то. Северо-восток. Дует прямо на меня. И такая красота. Так, где моя засидка-то? Так. Одеваемся. Вот так. Ой-ой-ой-ой. Люблю я это время, когда спокойно сидишь, все, наблюдаем. Вот такая картинка перед глазами. Вот где-то понад лесополосой, и должны шакалы к ней идти. То, что дорожка идет вот именно вот с этой стороны лесополосы и прямо к этой падали. Вот так вот и сидим. Шакал должен появиться вот оттуда, слева, с того угла, со стороны широкой балки. Да, может отсюда, со стороны хутора прийти, справа. В этом месте не ставил ни фотоловушки, ничего абсолютно, потому что хуторяне ездят. Вот. То сбросят, то, поэтому жалко, если утащат фотоловушку. Поэтому на свой страх и риск сел. Когда придет, кто придет, я не знаю. Поэтому будем тупо сидеть и ждать. Единственное, что возможно, что сидеть нужно практически всю ночь или до выстрела, как получится, потому что место, в принципе, перспективное, рядом с хутором, зверь должен держаться. И сидеть до выстрела, я думаю, так. Уже, как обычно, первым к моей засидке прибегает заяц. Посидел, полюбопытствовал и убежал. В половине 12 ночи вижу шакала. Потихоньку семенит справа под лесополосой. Пора стрелять. Готов. 4 утра. Вижу какую-то шевелящуюся теплую кучу. Хватаю карабин, прицеливаюсь. Да это же зайцы. Уже спаровались и бегают вдвоем. Образовалась семейка. Перевожу карабин влево. Вижу шакала. Он, наверное, почувствовал что-то, остановился и смотрит на меня. Пора стрелять. Готовый этот. Ну все хорошо. Подстрелил 2 шакалов. Собираюсь. Свою дичь собираю в добычу. И еду домой. Всем спасибо за участие в охоте. Ну вот он, первый шакал. Это крупный самец. Отлично. А это самочка. Она чуть поменьше. Забрал семейку в этих местах. Не будут больше по хутору птицу таскать. Да и другую живность тоже. Собираю свою засидку и еду домой. Охота удалась. Один из фермеров построил вот такую вот прекрасную вышку.
для охраны своих полей баштана, там, кукурузы и все прочее, семечки. И летом он ее использует во время урожая по назначению, а зимой он любезно предложил мне использовать ее для охоты на волка и шакала. Вот здесь, в этих местах, как раз роднички, камыши, и часто встречается, он говорит, видел следы волка. Поэтому я вот здесь организовал приваду, буквально в 100 метрах от этой вышки. Я думаю, что у меня что-то получится. Прикормлю волчка и попробую его подстрелить. Где-то неделя прошла после закладки привады. Погода испортилась, ветер, дождь, еле проехал сюда. Вот, ну, сейчас планирую посмотреть фотоловушку. Здесь ставил. Поменять фотоловушку. Одну заберу, а вторую поставлю. Ну, на приваду еще не ходил, сейчас посмотрю. О, приваду начал обрабатывать, надо ехать. Телка одного почти сожрал. Эту забираю, сейчас посмотрим. А вот такую маленькую поставил. Как раз она будет смотреть на приваду. Отлично, пусть наблюдает. Посмотрел дома файлы фотоловушки. Получил огромное удовольствие. Ну а теперь ваша очередь посмотреть. Волк пришел на следующий день. Обошел вокруг. Но запах от моих рук на веревке, которой я подвязывал телков, испугал его, и он слинял. Пришел через день, в 19:30. Обошел, обнюхал все, но есть не стал. Ушел. До сих пор осторожничает. В 20:15 в этот же вечер пришел шакал и сразу, не стесняясь, начал жрать мясо. Жрал, озирался и снова жрал. Как вор. В половине 11 этой же ночи подтянулся и волчок. Обнюхал все. Скорее всего, учуял запах шакала. Понял, что привада безопасна. И начал потихоньку жрать. Растягивая и отрывая куски. В общем, привада начала работать на все 100. Звери на месте. У шакала основным конкурентом, кроме волка, на привады были птицы. Это сороки, которые днем облепляли ее, выклевывая мясо до кости. Шакал, сидя в камышах, наблюдая за ними, не выдержал этого беспредела и даже днем с 10 до 11 гонял их от нее, не забывая при этом и подпитываться. Но сороки все равно знали свое дело и продолжали жрать приваду. Волк наверняка, лежа в камышах рядом, слушал всю эту возню. Его жабак задушил, и он, не дождавшись ночи, еще засветло появился на приваде и начал таскать мясо. Да, великое дело конкуренция пищевой цепочки каждого зверя. Волк чуть поел, ушел, но потом опять вернулся доедать. Через день к 10 вечера пришел шакал и начал жрать. Но услышал или учуял приближение волка, оторвал кусок и сбежал. Волк прогнал его с высоко задранным хвостом, вернулся и начал спокойно жрать. Зверь на месте, ходит через день. Надо, учитывая нормальный ветер, выезжать на охоту. Подъезжаю к приваде, сейчас посмотрю, будет там шакал сорок гонять или нет. Наверное, сбежал. Сороки одни. Ну, здесь работа ведется. Уже второго телка начали жрать. Отлично. Сейчас поменяю фотоловушку. Хочу маленькую фотоловушку убрать и поставлю хорошую фотоловушку, чтобы повыше должно быть, чтобы ничего не мешало. А эту заберу фотоловушку, потому что она маленькая, ничего красивого не снимет. Теперь можно спокойно ехать и смотреть фотоловушку. Первым в эту ночь в 19:30 пришел волк. Поковырялся потихоньку, поел и ушел. В 22:37 пришли два шакала. Тоже, озираясь, поели, поглядывали, знали, что рядом волк, и ушли. Волк появился в 1:10. Тоже поковырялся и ушел. Правильно я сделал, что снял эту фотоловушку, а поставил на высоком шесте. Теперь видимость будет лучше.
Сейчас я постараюсь оттащить сюда стульчик, чтобы завтра можно было спокойно сидеть. И проверю, что там внутри хотя бы. Так, скалолазом я еще не был, елки-зеленые. Ну, посмотрим. Ого, это да. В таких условиях мне еще не приходилось работать. Ого. Как тут? О, тут ни замка, ничего нет. Вот. Сейчас проверим, как сюда лазить. Ого. А сюда, сюда. Будем охотиться. Красота. Все, отлично. Приехал на свою засидку. Ветер строгает так, что не дай бог. Ну, одна надежда на вот эту вот вышку, которая меня согреет. Ну, посмотрим. Сейчас полезу вещи переносить. И я думаю, потихоньку буду устраиваться. На дамбе на переходе поставлю фотоловушку, потому что наверняка здесь по этой дороге будут заходить звери. Ну и поставлю так, чтобы она стреляла не в глаза занялся. И как раз вот этот переход я буду наблюдать. Кто идет на приваду, зачем идет на приваду и почему. Вот так вот сижу и балдею. В таких идеальных условиях мне еще не приходилось работать. По дамбе может зверь прийти. Где угодно и как угодно. Ветер свистит. Так что ночь предстоит интересная. Но ничего. Будем ждать зверя. Посмотрел фотоловушку. Зверь ходит каждый день. Вот, практически днем облюбовал ее орел. Ну и шакал в своем репертуаре, как обычно, пасется и гоняет своих сорок. Волчок пришел 19:20, пожевал и ушел. Через час где-то 8:30 пришел шакал. То есть охота, как говорится, должна быть хорошей. Зверь наведывается каждый день. Привада в 100 метрах. Ну, если точно, 97 метров. Сижу, жду. Заднее окно просматривается закат солнца. Там у меня машина спрятана чуть дальше. Красота. Ну и более-менее тихо здесь. Хорошо. Вот такая красота вокруг. Везде окна открываются. Стрелять можно на все стороны. Не зря поставил фотоловушку на дамбе. Она начала работать. Первыми пошли зайцы. Один и второй. Посмотрим, что дальше будет. Время 19:20. Пора бы и волчку подойти. Но его пока нет. 20:08. Появился шакал. Не стреляю, жду волчка. Так, пришел шакал. Но он нам не нужен. Нам нужен волк. Ушел. 21:20. Может этот, а может другой шакал пришел. На приваду и жрет. Через час опять пришел шакал. Волка нет. Ну, потерплю. Не буду стрелять. Мне нужен волк, а не шакал. Фотоловушка на дамбе опять сработала. Поймала волка, который уверенно потрусил на приваду. Потихоньку подходит, обнюхивает все, услышал запах шакала, понял, что привада безопасна. Вот, и потихоньку начал жрать. Так, это он. Пора. Есть. Ну и хорошо. Как можно осторожней спускаюсь с своей вышки. Ночью это не днем, тяжело. Иду смотреть свою добычу, но карабин на всякий случай беру с собой. Всяко может быть.
Вот он, волчок. То, что надо. Хороший. Хороший волчок. Что-то он сегодня задержался. В то время, когда он должен прийти в 19:20, в 8 вечера пришел шакал. Потом в 9:20 пришел шакал. А ты пришел после 10. 20:22. Ну ничего. Удачно, хорошо взял. Ну все, беру за ногу и потянул. Так, ну что тут у нас? Хороший. Так что ж это у нас? Интересно. Да ёпа мать, это ж волчица. Хорошая, крупная волчица. Да, волчок здесь рядом. Ну, надо будет приехать. Отлично. Погрузив свою добычу с чувством выполненного долга, поехал домой. После добычи волчицы прошла неделя, фотоловушка стоит. Посмотрим, что здесь. Ну, волчица была как бы уже течкующая. Значит, волчок где-то должен быть рядом. Сейчас посмотрим, что здесь поймала моя фотоловушечка. Подключаю прямо в поле. В первую ночь, как обычно, появился шакал. Вот, поел, покружил и ушел. На вторую ночь уже пришли 2 шакала. Ходят семьей, не мирились между собой, успешно подъедали приваду. Но днем появился наш знакомый орел. Ну вот и все. Ходят одни шакалы. Так у нас смотрит. Так. Все нормально. Все, поехали. Приехал на свою вышку. Все-таки я жду волчка или хозяина этой волчицы, которую добыл. Кстати, когда я ее взвесил перед тем, как обдирать, она была 27 200. То есть вот такой вес средней, не крупной, но средней волчицы. У нас на Кубани. Вот такие дела. Пошли смотреть приваду. Ну что, шакальчик походил. Но шакал меня мало интересует. Тут тропу набил и свежий. Вот тут и лежал он здесь где-то. Так что шакал есть. Шакал есть. И питался. Ну а волчка, следов волчка я не вижу. Один шакал. Да. Один шакал. Все. Ладно, меняю вот эту фотоловушку. Наверняка она уже подсела. Сейчас поставлю свеженькую. Судя по данным фотоловушки, приходит 1 шакал. Может быть и 2 прийти. Едят всю ночь. Вот, и до самого утра. Волчков нет. Поэтому будем ждать. Нет, так заканчиваем охоту. Ну все, вот это поновее фотоловушка. Ее можно и просматривать. Пусть стоит. Ну вот я опять на своей вышке. Снег продолжается. Посмотрим на приваду. Сейчас я вот эту вот фотоловушку заменим на другую, а на нее посмотрю, что было. Мне нужен только волк. Шакал мне не нужен. Сейчас вот эту фотоловушечку снимем. Выключим. И заберем. Отлично, полный аккумулятор. Все, пусть смотрит. Вот, мы будем смотреть теперь все, что здесь делается. На приваду пришло 2 шакала. Но один другого прогнал, сам поел, ему стало скучно. И он своим лаем пригласил своего дружка. Повыли и начали жрать мясо. А когда вам приходилось слышать вой или плач шакалов? А я предоставил вам такую возможность. Ну что, посмотрел файлов фотоловушек. Приходили
2 шакала. Скорее всего, охоту я здесь заканчиваю. Ну, по-любому, фильм на этом не кончается. Продолжение следует. Охота в России на волка и шакала продолжается. Всем удачи и добра. Слава России! Слава Кубани!